Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я вам хочу показать, как преобразить вот такую пластиковую заготовку в такую. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Я вам все подробно покажу и расскажу. Работу я начинаю с того, что проверяю, в какую сторону у меня ворс. У меня он обычно вниз. У меня остался кусочек бархата. И я на заготовке нахожу вот здесь, где она склеена. Оставляю небольшой отрезок для верха. Беру клей и вот так подклеиваю, размазываю и подклеиваю свой бархат. И подклеиваю где-то в каждую сторону по 1 сантиметру. В эту сторону и в эту сторону. Даю закрепиться хорошо. Затем я натягиваю бархат. Вот, чтобы полностью у меня обхватывала всю заготовку. При этом слежу, чтобы здесь тоже наверху все было ровно. Вот я натянула, придерживаю пальчиком и подклеиваю. Подклеиваю, вот можно сказать, в стык. И даю закрепиться. Серединка у меня закреплена. И сейчас еще несколько, вот тут 1 сантиметр, нанесу клей и натяну бархат, подклею, чтобы самая широкая часть здесь у меня была подклеена. Вот здесь можно еще чуть-чуть подклеить. Здесь идет все постепенно, как бы. Не спешим заклеить сразу одну часть полностью. И натягиваю. Вот здесь закрепилась. Натягиваю эту сторону. И здесь постепенно. Лишнее можно подрезать. Так, сейчас я вам... Вот у меня здесь все хорошо надо подклеить. Все выравниваем. Здесь у нас будет декор и ничего не будет видно. И теперь пойду в одну из сторон. Вот я возьму верхнюю часть. Наношу клей. И натягиваю бархат. Смотрю, чтобы везде у меня бархат был натянут и подклеен. Даю закрепиться. Сейчас вот эти края лишние подрезаю. Они мне не нужны. И лишнее вот это, чтобы не создавать толщину, также подрезаем. И теперь со второй стороны буду натягивать и подклеивать наверх. Ничего сложного. Клей я размазываю и вот так вот натягиваю, все подклеиваю. И вы видите, получается вот такая заготовка. В одну сторону у меня подклеено все. Лишнее могу подрезать, чтобы мне не мешало. Затем я, конечно, все выровняю. И сейчас сделаю вторую сторону. Размазываю клей, натягиваю, даю закрепиться. Лишнее отрезаю, чтобы не создавать толщину. Если это делать не на камеру, то это, конечно, идет все намного быстрее. И теперь сюда же наношу клей. Вот сейчас надо вот здесь все подклеить. И вот так натяну. Все аккуратно подклеиваю. И даю закрепиться. Вот что у меня получилось. Сейчас все лишнее я подрезаю. И буду все выравнивать. Здесь можно подрезать. Все лишнее убрать. Если что-то надо подклеить, чтобы у нас никуда ничего не убегало. И, конечно, оденем вешалку. И не забываем именно вешалку саму. Сейчас я уже вот чуть не забыла.
Сейчас вернусь к вам. Вот и вешалка. Взяла ленту 3 миллиметра, она у меня, и 20 сантиметров длиной. И одеваю в колпачок. Завязываю узелок. Я уже не раз это показывала, как делать. И теперь одеваю вот сюда. И сейчас одену вешалку. И у нас все будет закреплено. Здесь можно заклеить клеем, можно не клеить. Кому как удобно. Но я немножко закреплю, чтобы у меня никуда ничего не убегало. Совсем чуть-чуть. И теперь одеваю вешалку. Все укладываем ровно. Можно ее в стороны чуть-чуть, чтобы ничего нам не мешало. И закрепляем. Все. И сейчас постепенно вот так все зачищаем, чтобы у нас все было вот здесь чисто и красиво. Если где надо, подклеиваем. Главное, чтобы у нас все было везде, все закрыто. И вот что у нас получается. И обязательно кончик здесь надо все подклеить, все закрепить. И, конечно, мы его украсим, ничего видно не будет. И вот что у меня получилось. Вот этот шов, где мы с вами заклеивали все. И сейчас я тут подобрала всякие цепи. У меня остаются всегда остатки от всего. Полубусины, круглые, вот такие каплевидные, разные. И буду использовать клей. Показываю еще раз, какой клей я использую, потому что в предыдущем комментарии написали, что я ухожу от темы, никогда не говорю, каким клеем пользуюсь и многое другое. Вот показываю, чем пользуюсь, и переливаю в аппликатор, чтобы мне было удобно пользоваться. И для начала приклею вот большую полубусину на середину, чтобы скрыть именно вот этот вот шов отсюда, и начну работать. И сразу подрежу стразовую цепочку, которая мне подходит по размеру. Определяюсь с серединой и наношу клей. Наношу достаточно много, чтобы приклеить крупную бусину. И даю закрепиться. Теперь наношу клей по кругу. Вот так по всему диаметру бусины. И подклеиваю стразовую цепь. Слежу за тем, чтобы все смотрело вверх. Клей я наношу достаточно много. И при этом наношу и на полубусину, и на ткань. И все закрепляю. Теперь я беру полубусину, также подготавливаю под нее стразовую цепь и подклеиваю вот сюда на небольшом расстоянии. Наношу клей, беру полубусину, подклеиваю ее, вот вы видите, на расстоянии, чтобы здесь у меня вместилась цепочка. Даю закрепиться немного. Затем клей наношу по краю полубусины и на ткань с одной стороны и с другой. Носик клея не перетягиваем через полубусину, чтобы у нас не попало вот от клея, что тянется, и не испачкала, не испортила нам полубусину. И теперь накладываю стразовую цепь вот так аккуратненько. Все тут устанавливаю. И, конечно, все края надо будет закрепить. Смотрим, чтобы стразовая цепь смотрела вверх. Все звенья. И, конечно, закрепляем все края. Вот здесь все надо закрепить, чтобы нигде ничего не болталось. И даем закрепиться. Следующие две полубусины я приклеиваю по краям.
Так как у меня вот эта сосулька вытянутая, то я хочу и узор сделать вытянутый. С одной стороны наношу клей и с другой стороны. И подклеиваю полубусины. Хотя, конечно, узор можно выбирать самим, кому какой нравится. И даю закрепиться. И следующую цепочку я буду подклеивать вот отсюда и по краю полужемчужины. Здесь работа будет идти медленно, потому что все практически надо подгонять. Вот я измеряю, смотрю, если много, отрезаю. Вот видите, 2-3 раза все время все надо, все примерить. Потому что если будет лишнее, будет некрасиво смотреться. Если будет мало, то будет дырочка. И теперь я беру клей. Также наношу и на край полубусины, и на ткань. И аккуратно подклеиваю. Здесь никуда спешить не надо. Вот так все подклеиваем, все края также все подклеиваем, чтобы у нас все хорошо держалось. И продолжаем работу. И чтобы у меня узор оставался вытянутым, сюда я подклею не вот такую полубусину, а круглую. Также нанесу клей и подклеиваю. Даю закрепиться. И затем подберу стразовую цепь. Я приклеила полубусину, и вот здесь у меня остаются такие пустые места. Я наношу сюда клей, и всегда остаются такие одинарные стразины. Вот они. И именно вот ими я тут заполняю вот эту вот пустоту. Наносим достаточно много клея, чтобы у нас все приклеилось. И вот эти пустоты заполняю. Даю закрепиться. И теперь подклеиваю следующий отрезок полубусин. Ой, цепочки, извините. Оговорилась. Придерживаю, устанавливаю и все. Подклеиваю, все подгоняю. И даю закрепиться. Ну и я тут немножко поработала, уже вот сделала декор вниз. И покажу сейчас, как делать наверху. Я здесь подклеиваю другие полубусины, вытянутые. Вот наношу клей. Лучше подклеивать каждую отдельно, чтобы вы видели, какое расстояние между ними. Первую я подклеиваю почти вплотную. И теперь уже отсюда я подклеиваю вторую. Я так медленно наношу клей. Клей немножко впитывается в бархат, поэтому вот так все это занимает времени. И даю закрепиться. У меня, вот как я уже говорила, остаются всякие отрезки стразовой цепи. И сейчас я вот наношу вот так клей. Здесь смотрю по бокам, клей наношу. И наверх снова возвращаюсь. Если где-то я клея не добавила, и обязательно вот эти края нам надо будет все закрепить. Беру стразовую цепь и укладываю вот здесь вплотную, придерживаю пальчиком и вот так аккуратно укладываю цепь здесь. Лишнее я сейчас подрежу. Сначала уложу все, чтобы все у меня смотрело вверх и все было на местах. Вот здесь у меня лишнее, я отрежу. Так, и обратно все подправлю. И даю закрепиться. Теперь из других остатков вымеряю нужные мне отрезки. И также все подрезаю. Все происходит на ходу. Вот здесь я подклею. Убираю, наношу клей. Вот туда-сюда.
и подклеиваю стразовую цепь. Не забываем все края подклеивать, чтобы ничего нигде не болталось. И все поправляем. Нижнюю часть я немного переделала. Мне кажется, что так намного симпатичнее. Сейчас покажу, как сделать верхнюю часть. Сюда я подклею еще полубусины, такие каплевидные. Вот нанесу клей. Я обычно делаю сразу с двух сторон, чтобы мне было видно, как все сидит, как лежит. Нанесла клей и беру свои полубусины. Вот, подклеиваю их вот так, одну и вторую. И, конечно, даю закрепиться. И пока подготовлю стразовые цепи. Нанесу клей теперь, как всегда, немного на ткань, немного на полубусины. И подклеиваю стразовую цепь. Все укладываю, поджимаю и обрезаю. Лишнее убираю и все поправляю. Все края подклеиваем. Также поступаю со второй стороны. И теперь я подклеиваю полубусины вот по бокам с одной стороны и сюда. Здесь у меня уже маленькие. И также подступлю со второй стороны. И также я подклею маленькие полубусины вот сюда и сюда. Здесь уже можно варьировать, как кому нравится. Вот что у меня получилось. И все-таки вот сюда тоже просятся полубусины. Ну вот, что было и что стало. Закончила работу. Я еще не решила, буду здесь бантики или нет, поэтому пока вот верхушку украшать никак не буду. Но результат мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже. А на сегодня все. Надеюсь, урок был полезен, понятен, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.